Всем привет, продолжаем. Дневник чернокнижника. Король мертв. Сегодня пятый день второго месяца 33-го года века магии. Если вдруг некто с поверхности прочтет эти строки, то это где-то зимой 264 года. Меня зовут Фимор Захир. И, насколько мне известно, я последний оставшийся в живых с дворского двора. Наш король мертв. Его заменил один из моих бывших коллег, который лишился ума от власти. Остальные придворные, эти безумцы, подчинились ему и лишились свободной воли в подчинении. Один лишь я видел то, что он двигается и бежал, пока он не успел лишь завершить свой ритуал. Узкий круг приближенных пал, но власть нового короля еще не достигла всех и вся. Мне необходимо собрать сопротивление как можно быстрее. Я отказываюсь сдавать нашу великую цивилизацию этому больному, страдающему моему величию. Сопротивление. Слухи, видимо, распространились быстро. Всего лишь несколько дней, и я успел собрать малую армию приверженцев прежнего короля. Немногие из них обладают магией, но замечательно, что почти вся полнота ордена монахов-воинов на нашей стороне. Мы вполне сможем дать фору одному спятившему дворфу и его двору рабов. Тем временем новый король закрылся во внутренних покоях нашего города. Уверен, что он потратил большинство своих сил и надеется восстановиться перед тем, как столкнется с дальнейшим сопротивлением. Через несколько часов мы начинаем нашу атаку. И если нам повезет, то до исхода дня мы сможем сфокусировать временный двор и вернуть наш великолепный город к стабильности. Неудача. Видимо, и я безумец. Мне казалось, что новому королю необходимо добровольное подчинение двора, но теперь я вижу, что у него есть власть контролировать даже тех, которые сопротивляются ему. Я слепо привел самых сильных из сопротивления прямо к его крыльцу. И ему всего лишь потребовалось обратить одного с другим к себе в рабы. Ныне волны некротической энергии изливаются по всему городу, обращая большинство в подчиненных ему. Те немногие, у которых сохранилась свободная воля, бегут. Я решил остаться здесь и наблюдать, по возможности найти какую-то лазейку силы магии, которая, располагая, мне удастся какое-то время остаться в тайне и безопасности. Более могущественный. Стало сложно вести отчет времени, но прошло примерно неделя с момента моей последней записи. Наша цивилизация воистину рухнула. Врата закрыты, вся жизнедеятельность нашего общества прекратилась, и пустые оболочки некогда дворфов бродят по чертогам. В гуще всего этого непонятного каким-то образом новый король становится еще более могущественным. С каждым днем его сила возрастает. Но также и преображается. Я не в силах описать, каким именно образом, но чутье говорит, что он вовсе не дворф, а превратился в нечто иное. Наверное, лучше, что мне остается делать, это засвидетельствовать о всех этих происшествиях. Я останусь тут, насколько это будет терпимо, и отступлю, как только почувствую, что моя воля ослабевает. Новая сила. Что тут происходит? Сила, исходящая от нового короля, воистину иная, чем в самом начале происшествий. Но есть и нечто другое. Эта новая сила, похоже, излучается из самых сокровенных чертогов нашего города. Еще более удивительно то, что активность на верхних этажах столицы практически стихла. Я не знаю, что происходит на глубине, но явно связывает внимание нашего нового короля. Я понимаю, что возвращение в глубокие чертоги будет крайне опасным, но мне необходимо увидеть, в чем причина этих изменений. Возможно, у нового короля все-таки найдется слабое место.
Я увидел, что находится внизу, но не в состоянии это описать. Руки неудержимо трясутся, когда я пытаюсь передать свои мысли Перу. Почему это происходит? Новый король виновник всему? Это лишено всякого смысла? Возможно, его халатное обращение силы привело меня к этому. Я придавал себе надежду спасти нашу цивилизацию, но теперь я вижу, что на кону весь мир. В таком свете новый король меньшее зло. У меня не остается выбора, и ради большего блага я сдаюсь. Молю тебя, король мой, направляй меня и используй меня в качестве орудия для украшения йога-джев. Все, всем спасибо, всем пока.